И снова ночь, и нам опять не спится. Чтоб от бесед развеял тишину. Надеюсь, мне опять семья простится. Как бы не показать мне завтра слабину. И снова крик. От пыток нет покоя. Застыло сердце в ожидании беды. Кто-то опять в наручниках пристегнут стоя. Опять останемся неделю без еды. Заснул, но скоро вдруг проснулся. О, Господи, ведь это я во сне кричу. Испуганно вокруг я оглянулся. Все еще здесь. Спать больше точно не хочу. Это в плену. Извините. Я стараюсь, но у меня не получается. Это одно стихотворение он мне написал мне, маме. Моего сына зовут Сергей Ковальский. Да, он военный человек. Он в 12 лет он поступил и закончил Киевский военный лицей имени Богуна. 2 года Боярка, потом 2 года на Лесь Украинка. Был командиром отделения. После этого в 15-16 год он был в АТО. По Антоновке пошли гасить. По жилым домам. Война как началась? Наш мост Херсонский, наш, Антоновский, разбили его, конечно, жалко. Когда началась война, и наших солдат разбили на левом берегу, было очень мальчиков, много очень наших военных, которые застряли в камышах. Сережа, где он взял эту лодку, не знаю, и он ездил по камышам, собирал мальчишек, наших военных, которые отбились от части, собирал их, человек 15 их было. Привозил, прятал, мы их одевали, кормили. И отправляли потом на территорию Украины, скажем так. Мы остались вместе с ними здесь. Мы одна семья. Мы поддерживали его как могли. Ну, я прекрасно понимала. Он делает то, что мне, например, не надо мне лишнего знать. И все. Было очень тяжело и очень страшно. Потому что ты понимал, что весь город кишит просто военными, да, российской армии. И позже ты уже понимал, что, например, не только военные здесь, что ФСБшников было видно, ну просто вот ты смотришь, и ты уже видишь, ты выходишь на рынок и видишь, где ФСБшники. То есть они настолько были, их так легко было отличить от наших, ну что это вообще. И вот когда мы уже видели, мне было еще страшнее. С 15 марта мы не живем дома. Мы, то есть, выехали. Сережа мой атошник. Были выкрадены документы всех атошников, полиция, вы знаете, СБУ, там все эти пожарники, в общем, всех. Да, и я сменила за время оккупации, сменила 2 квартиры, пряталась. Это не наш дом, люди приютили. Никто не знал, где живут мои дети. Я очень тихонечко сюда приезжала, их проведывала, говорила, что они выехали, чтобы никто ничего не знал. Дякую. Это Сережина любимая собака. Да, моя? Сейчас она познакомится. Вода все в бутылках, в кастрюльках. Окна завешены одеялами суконными, потому что холод, отопления нет. Собака мерзнет, братца мерзнет. Я как капуста все одетые. Сейчас на улице хотя бы немножко плюс и немножко потеплело. Тут такой холод собачий. Вот видите, все мокро. Когда были рашистские товары, рашистские спички, как и сами раши, они вообще не заживали. Сейчас, когда в магазин приходим, ну, я и люди приходим, спрашиваем, спички какие, рашистские или наши? Рашистские, до свидания. Он мне дал рацию. У всех, у них, у мальчиков были рации для связи. Эту рацию он мне дал для связи со мной, потому что на случай уличных боев
Слава богу, обошлось без этого. Вот. Он настроил ее на меня тут 5-5. Отключил от всех. Мне объяснил, что он меня от всех отключил. Я не буду ничего слышать. Вот. Никого. Только выхожу с ним на связь, или он со мной. Вдруг надо что-то, вдруг мало ли, связи не будет. Вдруг побить начну, вдруг что-то сделать надо или как. Говорит, это твоя рация. Чтобы она у тебя была. Так вот получилось, что не пригодилось. Она сначала лежала там, где много чего лежало. Вот. Потом мне Сережа сказал, привези мне ее как-то. Я тебе ее настрою, перестрою. Вот. И мне нужно было ее как-то перевести. А у нас здесь мост Островской. Это ужас, что они творили. Без паспорта переезжать невозможно было. Особенно мужчин, мальчишек, особенно молодых. Раздевали, издевались. Были такие ребята, которых вообще выводили с автобуса и уводили. Цеплялись даже к девчатам, женщинам. Просматривали телефоны. В общем, придирались ко всему, что хочешь. Просматривали сумки, всякое было. Моя мама партизанка. Все это закручивалось, заматывалось. Мы стояли отдельно в автобусе. Она все время говорила, что бы ни произошло. Ой, если меня выведут, если меня возьмут, Ира, ты меня не знаешь. Стой, не реагируй за мной, не иди, не кричи, ничего не говори, мы с тобой не знакомы. Но пенсионеров как-то особо так, знаете, не дергали. Когда мы переезжали, мы прятались за кустами, быстро это все перекидывали, я потом шла к Сереже, несла. Вот. Перевезли мы один раз эту рацию, как бы, слава богу, нас пронесло, никто нас не обшукал. Сережа ее настроил. В следующий раз, когда приехала, опять надо было ее перевозить. Опять страшно. А еще и настроена уже. То она хоть... Это же Сережа ее как настроил, зарядил, до сих пор она заряжена. Я сейчас даже ее включу. Так, стоп. О, бачите? Сейчас. О, она еще даже... О, бачите? Еще работает даже. Кино. Я ее замотала в кульки, один, другой, тряпки, опять кульки. Пришла, закопала. Там ямка была между деревьями. Я так подрыла чуток. Засунула туда этот пакет. Присыпала всем. А недавно пришла, откопала, она еще заряжена, видите. 3 августа его взяли. И начался ад. Я уже чувствовала, что что-то будет, конечно. То он был такой самоуверенный у нас, конечно, типа, все будет хорошо. Я поехала маму проведать, я была у мамы. Он остался тут старшим ребенком. Сильно, я в тот момент очень сильно бежала. Это не забывается, наверное, эти переживания, все, когда стучится кто-то в тамбуру, я открываю, стоит. Ну, все. Ну, я поняла, ну, то есть, потому что через блокпост ему проехать нереально было. Я еще смотрю, он уже такой побитый, лицо уже побито. Что случилось? Он, дай телефон. У меня было 2 телефона, один на русской симке, один наш. Дай тот, который говорит на русской симке. Я говорю, я открываю тамбур, заходи. Он мне так показывает глазами, типа. Я все равно, страшно было, пипец. Я говорю, я открываю, заходи. А что ты сделаешь даже? Ну хорошо, зайдет, но ты уже потом понимаешь. Думаешь, что ты открыла, и он уже хотел переступать. Уже хотел. Говорит, нет. Говорит, я пойду. Ну и точно, да, из 9 у нас 9 этаж, из 9 этажа выглядываю. Сначала не было видно марки автомобиля. Увидела только что белый внедорожничек такой. О, смотрю, да, точно. Он вышел, еще 5 человек за ним. Ну, как бы молились, надеялись, что нас пронесет, не пронесло. Очень многих взяли в нашем Херсоне, очень многих. Кстати, в тот момент, когда взяли нашего Сережу, был рейд. Взяли огромное количество людей. Мужчин и женщин. Саша больше видела, его сюда привозили. Она его видела, избитым, побитым видела. А я 1 раз. Держимся. Очень тяжело.
было очень страшно. Потом, знаете, мы как-то перестали бояться. Месяца полтора было очень страшно. У нас 2 дочки взрослые. Лиза моя 16 лет и Сашина вот 15. Мы так боялись. Боялись, что в любой момент могут приехать, забрать наших девчат, красавиц, понимаете? Кинуть ему в камеру и все. И все. И он ослабеет. Страшно было. Да и за себя было страшно. За прослушку, за все было страшно. Он искал поводы, как попасть домой. Ну, как-то у него это получилось. И так получилось, что он однажды подсунул записочку. Когда его привезли, я говорю: Саша, я говорю, пройди весь путь, вот, где он что, сидел, стоял, куда его водили, куда все. Где-то должна быть записка, я знаю Сережу, где-то он должен был ее засунуть. Спустя 3 дня Саша мне позвонила, говорит, она перерыла всю квартиру, она нашла. Вот. И потом в последующий раз, когда его привозили сюда, выпуски там, все это, в это место, Саша ложила свою записочку, они уже знали это место, а он свою. Мы так имели хоть какую-то информацию. Он скручивал так, вот такой колбик, вот, и мы чуть-чуть получали информацию. То есть вот здесь. Вот это было все вот так заставлено там, вот этими всеми. Вот. И он вот там их бросал. И все. Потом мы так приходили, это все отодвигали, когда они уходили, и находили. Дочь старшая нашла. Да, она, не знаю, ну, она может повыше, может, у меня рост, наверное, не позволяет. То есть она повыше, и она говорит: мама, ну что записки? Да, котик? Да. Вот. Ну, как всегда, начинаешь плакать, потому что... Ну, радостно было, что человек тебе... Нет, я даже не могу сказать, радостно или нет, потому что ты понимал, что он, значит, передает нам какую-то информацию, и ты очень внимательно там вникал в каждое слово, чтобы понять суть того, что он хочет там сказать, и в большей степени уловить все то, что он пишет. То есть раскрыть это все. Потому что понимаешь, что человек же не может тебе написать целую 10 листов, а там в таком клаптике должно уместиться все, о чем он думает, все, что нужно сделать, да, кого найти, кому позвонить. Да, еще и страшно было, конечно. Потому что понимал, что тебя прослушивают, за тобой следят, думаешь, сейчас как придут, а у меня 2 детей. Ну, у него, естественно, он как мужчина сильнее их закручивал, то есть у него они были меньше. Ну, у меня так не получалось. У меня так получалось только вот так. То есть вот такие вот. І з такого розкривається повний лист. Да. Можно было даже там... Ну, я писала, конечно. Я писала очень много. У меня... Он, наверное, так получал штук 15. Ну, я писала, чтобы вы понимали, писала каждый день, утром и вечером. Поэтому этих... Он получал очень много таких свертков. А що в цьому листі, який ви так і не встигли передати? Я, честно, даже не помню, что это. Это, честно, просто лежит такая вот память. Думаю, вот потом он придет, пусть раскроет и почитает, почитаем, что я там писала. Ви спеціально не розкриваєте? Специально не раскрываю. Да, вот у меня прям такое, что вот он придет, и пусть потом я ему отдам, он раскроет и почитает. И вспомнит, как было. А як ви думаєте, як йому вдалося там ручку, блокноти? Он взял, когда он приходил, наверное, это был опять, я не помню, 1 или 2. Ну, точно не 1, наверное. Наверное, 2 раз. Их держали в подвале на Кирова. Сначала первые, наверное, недели 1,5 его держали в одиночке. То есть он был один. А потом его перевели уже в большое, как-то в какое-то большое помещение. Чтобы вы понимали, это помещение подвальное. В этом помещении у него находился железный стол и стул. Было маленькое окошко, он говорит, но оно было заваренное. То есть они находились вообще без света. Была маленькая лампочка, горела, которая периодически гасла, и они находились в полном полумраке, в полнейшем. Он говорит, просто от этой темноты ты начинаешь сходить с ума.
У нас тут в подвале плохо слышно взрывы. Но слышно. Что там происходит? Ну, это он спрашивает. Блин, как я раньше не ел целый день. Кормят тут, если вспоминают, пол-одноразовой тарелки макарон или полбанки тушенки. Что говорить о еде? Если в туалет бывает по 3-4 дня не выводят. Сым в бутылке для воды. Ну, тоже, типа, тоже ничего. В этой комнате, в этом подвале, это нара, даже не нара, он описывает, это палеты. Это деревянные палеты, которые рассчитаны на 4. Говорит, нас держали 9. 9 человек, и они спали по очереди. Я тут очень мало сплю, только после 9 можно выдохнуть. И нам нормально пообщаться. Все стараются ночью не спать, чтобы днем чуть-чуть поспать и быстрее летело время. Каждый день кого-то пытают. Крик стоит, невозможно спать. Ну и дальше он там пишет. Каждый вечер с пацанами мечтаем, как выйдем, возьмем жен, детей, поедем вместе отдыхать. Сегодня утро было неспокойное. Вояки с самого утра отрабатывали технику ударов. Ну, понятно. Это длилось до 4 часов. Выводили ребенка на допрос. Потом мы услышали его возраст. Ему было 14 лет. Судя по всему, его взяли за то, что он фотографировал технику. Сердце кровью обливается от той мысли, что он сидит в таких условиях, видит все это, что с ним так обращаются, и его до сих пор не выпустили. Блин, да он возраста такой, как моя Эва. Это блокнот его, который мне передали. Все-таки. Як вдалося передати? Просила. Очень долго. Катувала их сильно. Самое страшное это было то, что они их током били. Я же говорю, вот он, это когда я давала показания, ему разрешили пойти покупаться, пока я тут с ними это самое. Потом я все равно встала, захожу в ванну. Ну, чтобы вы понимали, вот так и вот так, это просто был сплошной синяк. То есть вот это был синий человек. Это вообще. И он ток. Ну, то есть я как бы понятно, що я все поняла. Ви от говорили, що дізналися, що ми відбили почки. Да. Як він вам написав теж, так, про це? Написал, да. Видимо, долго. Ну, он написал, типа, ой, у меня болит спина, но у него и так, у него были 2 контузии, ранения, то есть, да, после АТО, и все, у него болела спина. Но он то начал, у меня там болит спина. Я говорю, подожди, а где? В каких местах? Внизу он там начал описывать. Ну, я поняла. А потом я у него спросила, ну, короче, что, кровью ходишь в туалет? Да. Я говорю, ты то... Ну, я, конечно, была злая, потому что это уже прошло очень много времени. Я говорю, почему сразу мне не сказал? Ну, то есть ты мне сразу должен был написать. Это первое, что ты должен был мне написать. Ну, как бы для того, чтобы это уже начинать лечить. 6 октября вывезли их, 9 человек их отправили в Москву, остальных, ну, тоже человек 10, наверное, остались в Симферополе. Ну, это как бы с Сережиного потока. Понимаете? А так, я не знаю, может, их там было 3 машины, или 5, или сколько. Или, может, только Сережин поток был. До этого много вывозили людей в Крым, мы это знаем. В Симферополе держали. Ну, это самое страшное место. Симферополь – самое страшное место. Вот эти 2 месяца, которые он провел здесь, ну, это, конечно, как в аду. Ну, вот Крым – это самое страшное место. Чому? Що він розказував Там, про Крим? ну, нечеловеческие условия, нечеловеческие пытки. Пытают, бьют, издеваются везде, но то, что творится в Крыму, это... Он там пробыл дня 4, ну, насколько я могу понимать. Я так понимаю, это были самые страшные дни. Адвокат, которая в Крыму, она позвонила Саньке и сказала, что вывозят в Крым в Москву 9 человек. Вывезли, мы узнали, что он в Москве, в Лефортово. Знаю точно, в Крыму было им ужасно. Во-первых, в Крыму все вещи, которые у них были, в Крыму все выкинули.
полностью. Вот от зубных щеток заканчивая свитерами и всем. То есть они оставили ребят без ничего. Били их жутко. Они просто над ними конкретно там издевались. Ну, я и про Крым читала. Я знаю, в Симферополе по сравнению с Луганском и Донецком, если бы ну, это еще цветочки были, конечно. Если бы они попали туда, там бы их, наверное, вообще уже убили. Я представляю, сколько пацанов, они просто пацаны не дожили даже до чего-то. Наша сторона его подала в списки на обмен, даже як цивильного. Ну, то есть уже как бы понятно. А вот Россия, да, РФ, они говорят, а мы его в списки на обмен не подаем, потому что он у нас по делу проходит как гражданский, который совершил уголовное дело, типа по отношению к нашим, по отношению к ихним на нашей территории. Ну, это вообще такая бессмыслица, как это? Що йому інкримінують в Росії? У него статья 361 Уголовного кодекса Российской Федерации «Международный терроризм». Это от 15 до 20 с пожизненным. И это вот все эти 9 человек проходят по этой статье. Типа у них получается как групповое. Это очень печально, очень такая серьезная статья, конечно. Я так понимаю, что они все признали свою вину. Ну, то есть не из собственных побуждений, конечно. Я надеюсь, что наша сторона, например, это тоже поймет. Ви маєте на увазі, що думаєте, що їх били? Конечно, да. Конечно, их над ними издевались до того момента, пока они это все подпишут. Ну, также у многих, например, вот из этих 9 человек здесь, в Херсоне, были семьи, были жены с детьми. То есть, что означает? Они взяли человека, у которых под боком дети и жены. Да что ты все подпишешь там. Они из них слепили цепочку, хотя мы не знаем никого, никого. Я первый раз услышала об этих людях. То есть у нас никаких даже передвижений с ними не было. Даже там мы жили в Херсоне, да, в одном городе, и мы не знали о них, никто, ни они о нас, ни мы о них. Ну, очень медленно идет процесс вот этот весь, очень медленно. Он очень затягивает, и меня очень пугает от того, что гражданские просто останутся там. Адвокат есть, ребята. Адвоката надо платить. Где претензии? Помощи, никакой. Вот, знаете, вот, если можно матюкаться, вот я поматюкалась бы. Потому что никакой. Саша и я и Саша. 3 детей. Мы не работаем вдвоем. Ни Сашка, ни я. Потому что война, не одни мы такие. Но помочь, все, что было, уже отдали. Сейчас надо оплатить адвоката. Всем плевать. Ви маєте на увазі, від держави немає допомоги? Я не могу никуда дозвониться, понимаете? Вот вибачте, перевантаження, зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ви кажете, що він як цивільний проходить по списках, а чому так? Вот чему так? Вот чему так? Вот это нас просто, вы понимаете, мы не можем понять, почему так? А до повномасштабної чим він займався? Мы фермер. Фермер, у нас поля под Каховкой, в Червоном Подоле. Кстати, там, где, конечно, обстреляли, там все, и говорят, там поля сейчас заминированные. Ну, то есть, все. Получается, всем, чем мы жили, это все накрылось. Очень обидно было, потому что очень сил много вложено в это. Він останнім часом не займався вже військовою справою? Нет. Перешел, потому что, естественно, родилась дочь, надо было, да, прекрасно понимая, что у тебя есть ради кого и тут как бы там жить, и все это, и надо что-то и детям давать, и все это. Поэтому выбрал себе путь фермера, ему это очень нравилось. 3 года мы прожили, и самое долгое это было 2 недели у нас в разлуке. И все. То есть теперь вот это. Привели они его. Наверное, 2-й раз это был. И он мне сделал тут предложение. Но, да, они были в шоке, конечно, сами. Не ожидали они такого. И он мне как раз возле холодильника здесь сделал предложение. Ну, я, конечно, рыдала так, что я не смогла ничего ответить. Поэтому он ушел без ответа.
но все-таки решился сделать предложение. Как раз в такой момент. То есть они уже уходили, он вернулся и говорит: дорогая, вот есть свидетели. И как бы они такие подошли сюда ближе, потому что собирались уже выходить. И говорит: я решился, знаю 100%, что хочу это сделать. Говорит: выйдешь за меня замуж, говорит, будешь моей женой. Ну. Потом ему отвечу, когда увижу. Ви собі якось уявляли зустріч з сином? Ну, от як, коли його звільнять? Боже, у меня сейчас мурашки идут. Мне кажется, я сюда сумасшествие. Любого, каком бы ни был состоянии, как бы он... Любой, какой бы ни был. Я очень хочу, чтобы он вернулся. А он вернется. Знаете, я как-то... Ну, да, надежда умирает последняя, но как-то я... Может, я себя обманываю, я не знаю. Но как-то я верю в то, что он вернется, он должен вернуться. Он так любит Элю свою, козявку маленькую. А она его как любит. Они вообще были одно целое, знаете. Она как-то не так больше не к маме, как к папе. Я спать не могу. Она на меня лезет, перелазит с кроватки и на Сережу ложится. Ну, когда я Сережу вижу, я просто с ума сойду от счастья. Там вернется. Он должен вернуться.